Тема сегодняшнего семинара — это мое учение о Боге, структура очищения души. Речь идет в данной теме о том, что когда мы работаем, например, с внешним уровнем управления, то есть занимаемся задачами внешнего управления, то работа зачастую идет сразу же душой. Поэтому, когда мы работаем душой, необходимо рассматривать ту структуру Бога, или структурное, так скажем, свойство управления Бога, которое воспринимается человеком, и значит, которое производит действие по очищению души. То есть речь идет о технологическом принципе очищения души, когда очищение — это есть акт технологический. И в связи с этим, учитывая, что более ранние понятия, относящиеся к ряду очищения именно души, соотносятся с уровнем, например, пролонгированного или длительного действия зачастую, или же действия, направленного на высокую концентрацию, например, личностного действия человека, то в данной технологии очищение души — это есть технологический акт, при котором человек обладает уже способностью технологически очищать душу для дальнейшего действия. Например, конкретный пример. Для того, чтобы не было взрыва на АЭС, необходимо иметь чистую душу, которая доходит до уровня погашения, например, ядерной реакции. А для этого получается, что человек должен иметь очищенную душу в общем-то, в технологическом, варианте действия. Поэтому в данном уровне технологический принцип — это есть принцип достижения результата, и более высокие критерии материи этого действия, ранее обусловленные в литературе, в коллективном сознании, они здесь в принципе также реализовываются, но уже на уровне технологии действия, например, за счет оптического уровня восприятия человека. Тогда получается, что действие по очищению души — это есть действие, направленное как на реализацию полного понятия в этом смысле слова, так и на реализацию технологического уровня. Поэтому, исходя из этого, нужно подойти к данному понятию как именно к технологическому с точки зрения работы сознания. И в связи с этим мы здесь имеем, в общем-то, достаточно, получается, простую истину в управлении. Чистая душа, то есть правильно управляет. А для этого нужно уметь выделить чистоту управления, то есть фракцию управления как систему задачи действия. То есть задача и действие для Бога — это одно и то же. Он и формирует задачу, и одновременно ее решает. На уровне логики это достаточно, в общем-то, такая усложненная категория получается восприятия, как будто бы, но реально задача и действие для души — это все равно, что, например, действие духа и задача души. Вот душа имеет задачу, а дух действует. То есть человек устроен так, что за счет понятийного аппарата он может сразу же находить сопоставимые структуры. Например, чтобы организовать жизнь вечную организма, физического организма, то есть тело человека, необходимо, чтобы чистая душа могла бы давать корректный, то есть правильный путь развития человека. И получается, что, исходя из этого, мы имеем достаточно конкретную технологию как задачу. То есть задача в данном случае — это есть вечное развитие и души, и тела. Чистая душа в технологическом исполнении, где подразумевается, что чистая она еще и потому, что она чиста вообще. Вот есть понятие просветления, есть понятие очищения души, которое требует, опять же, я на это направляю ваш взгляд, зачастую времени достаточного, или длительного времени. В данном случае для спасения АЭС требует мгновенного действия. То есть очищение души — это есть акт мгновенного действия. И получается, что именно структура очищения с точки зрения Бога — это есть как таковое, в общем-то, сам фактор очищения в прямом понимании этого слова. То есть внешняя структура и само очищение для человека — это одно и то же. Человек воспринимает это просто как действие очищения. То есть как очистить душу, тем более, например, если она вообще, говорят, чиста, тогда в чем технологическая система данного действия? А в этом случае
речь идет о том, что душа концентрируется на каком-то уровне задач. Вот очищение как бы конкретного локального пути ее развития в сторону решения задач. То есть нельзя сказать, что она имеет, например, там, нечистый вид в информационном плане. Она может быть кристально чиста, но понятие очищения тогда сводится к понятию именно создания технологически чистого пути, то есть созданию уровня концентрации. То есть вы здесь понимаете, как вообще создается концентрация тогда. То есть вы выкристаллизовываете вот этот луч света, идущий фактически к вам от Бога, потому что когда вы смотрите своими глазами, но реально это есть уровень, когда вы практически полностью защищены от уровня, вообще говоря, любого внешнего воздействия. Чистая, там, кристально чистая душа – это безопасный уровень тела в том числе. То есть если вы достигаете акта очищения, в том числе в кристаллическом, да, понимании, в уровне кристальной чистоты души, так скажем. Я же пользуюсь обычными терминами в данном случае, хотя они выражают именно, там, например, кристально чистое состояние оптической фазы восприятия. И тогда получается, что вот этот луч или, там, скажем, угловой уровень такой оптический, как бы исходящий от души, это выглядит как некий такой вариант, напоминающий как бы треугольник, по сути это в оптическом выражении, да, который входит, в общем-то, в жесткую фазу события. То есть событие и вот оптический уровень выражения души, чистой души, то есть она чиста, на ней нет наслоения, вы ее видите восприятием. Вот в чем еще есть подконтрольность данной системы полностью человеку, что человек видит ее. И когда она ничем, никакими другими системами не прикрыта, он делает очень жесткое, неразрывное управление. То есть результат состояния души и результат управления – это одно и то же. То есть чистая душа, не содержащая, например, ядерного взрыва, не позволяет произойти взрыву. Вы попадаете в очень жесткую оболочку защиты вашего физического тела в этой технологии. И вот стоит вам только в эту систему войти, то вы можете иметь мощнейший оздоровительный элемент для своего тела, просто-навсего сдержав какое-то время это состояние, там даже несколько секунд. И вот сдержав эти несколько секунд, вы видите, что дальше у вас открывается следующий вполне свободный путь развития, связанный с тем, что тело ваше физическое свободно развивается, и длительный период вы можете не испытывать никаких проблем. То есть речь идет о том, что одного такого импульса, да, достаточно, например, на несколько месяцев активной работы, и потом только в следующий раз вы можете опять, например, да, применить данную технологию. Или там на несколько лет. То есть и поэтому, когда мы говорим об этой технологии, то в первую очередь мы имеем в виду, что эта технология очень плотно связана именно с пролонгированным как бы в будущее временем. То есть в данном случае время – это контролируемая процедура, и вы можете сказать, что при любых даже там сверх каких-то сильных внешних воздействиях вы совершенно четко держите свою линию внутреннюю, ну, например, там, гражданскую позицию там, вечного развития, вечного мира и так далее. Но вы облекаете это все в технологическую форму, и тогда ваша позиция – это и есть реальность, внешняя реальность, любая причем. Получается, что соединение вот, внутреннего управления с переходом на реальность – это есть также и задача Бога. Получается, что мы имеем в данном случае технологию, рассмотренную глазами человека, то есть восприятием человека, но это восприятие не отличается от действия Бога. В данной технологии восприятие человека – это и есть действие Бога. Здесь вот основополагающий уровень, он принципиально отличает, например, какой-либо иной уровень управления, потому что когда восприятие – это есть личностный фактор все-таки в основном у человека, переходит на уровень действия Бога, значит, человек воспринимает правильно. И получается, что, исходя из этого, это и есть критерий восприятия, точного восприятия, то есть критерий правильности действия. Например, там, человек живет вечно, проживает миллион лет, так вот миллион лет, и следующая секунда – это есть точность позиции человека по отношению к действию Бога. То есть он понимает, что он действительно вечен, потому что он
понял, абсолютно точно понял, ну там, например, там, как, условно как 2 же 2 4, что это действительно так, и он делает правильно. И получается, что мы имеем вот эту прогнозную фазу будущего как фазу состояния души. Именно очищенной души, то есть кристально чистая душа — это и есть, по сути, бесконечная жизнь в точном логическом, что ли, воплощении реализации души. То есть в кристальном аспекте чистоты души вы имеете свой совершенно четкий и практически не осложненный какими-то отрицательными событиями путь. То есть ваша душа создает и держит свой собственный путь, где вы, имеющие физическое тело в данном случае, часть души, в этой технологии тоже, и это всегда так по общему как бы аспекту понимания реальности, получается, что вы создаете себе тот свет, который является одновременно и светом вашего физического тела. Свет вашей души не отличается от света, излучаемого физическим телом для Создателя. И когда Бог смотрит на вас, Он видит единение. Ну вот в молитве человек имеет единение, то есть вибрацию тела и души в одном уровне посыла к Богу. И когда этот посыл направлен на всеобщее спасение, то Бог начинает видеть самого себя, то есть возникает некое зеркало. Вот почему Богу просто управлять всем миром? Потому что Он всего лишь навсего может посмотреть на себя и увидеть все состояние мира. Ну, как в зеркало. И когда такие отраженные системы реализуются, то получается, что вот именно для того, чтобы восстановиться или там сделать замену органов даже, да, вырастить орган, получается, что здесь достаточно увидеть линию, получается, собственного поведения, но глазами Бога. То есть в данном случае технология, она на самом деле не сложна, просто я держу здесь позицию по управлению, где показываю, что внешне даже там какое-то сверхсильное или там максимально сильное воздействие, оно не проходит через систему данной технологии. Поэтому здесь просто есть как бы внутренняя концентрация. Это не сложность технологии, не сложность освоения этой технологии. И здесь главное эту концентрацию воспринимать именно как внешний параметр, который не может изменить позитивные события или там вашу цель по, например, там, вечному развитию. И тогда получается, что когда мы, например, хотим там, построить орган или построить какое-то вечное событие, например, дом, который стоит вечно, да, он при любых условиях, он, например, там, не сломается, он не разрушится через там, миллиарды лет, тогда, получается, мы должны построить так, что душа строит этот дом как неразрывную часть себя. Вот почему Бог, Он все строит от себя, и каждая часть следующего уровня — это есть также действие и присутствие Бога. Главное знать, где Он в этом месте. А Он в строительстве. Он мог построить, дальше заниматься чем-то другим, но в точке строительства Он действительно есть. Его всегда можно видеть и увидеть технологию. То есть любое строительство можно увидеть с точки зрения технологического воплощения. И вот строительство с точки зрения технологического воплощения — это есть уровень, где вы видите, как построить дом вечным. То есть вы развиваете мир, развиваете свою душу до уровня вечного дома, до уровня там, вечного какого-то участка, там, конкретной территории, да, какого-то действия. И постепенно вы приходите к тому, что ваше действие, там, ваши руки, вашего физического тела — это и есть тоже вечное действие. То есть вы приходите к пониманию вечности, потому что ваше окружение, вами же построено, оно вечное. Тогда получается, не вечному просто нет места. То есть такой информации вокруг вас, например, просто не существует. Тогда получается, когда вы данное управление делаете, и вокруг вас постепенно идет замещение этой информации, что значит чего-то не вечного, например, нет, то тогда вы делаете следующий фактически уровень управления, направленный на то, чтобы внешнюю систему воздействия некого, ну, например, там, взрыв атомной электростанции, это есть какие-то параметры или неисправности, или террористической возможной деятельности, да? И поэтому получается, что
здесь вопрос внешнего именно управления, он такой, что вы начинаете так же, как вы осознавали структуру своей как бы локально вокруг себя вечности, пусть даже она выражается в миллионах лет, но она как бы только, да, как бы вокруг вас. Дальше вы видите, что все внешнее управление — это тоже может быть управление абсолютно четкое с точки зрения выявления причины. То есть вот очень просто выявить отличие, когда есть некий, ну, как бы камертон, частота действия. Тогда сразу ясно, какое действие может привести там, к взрыву АЭС или там, к развитию какого-то заболевания и так далее. И здесь получается, что внешнее действие — это тоже действие контролируемое, потому что вы входите во внешнюю систему управления, потому что вот вы себя, как монолит некий системы мира, где возле вас все вечное, вы себя очень просто замечаете как бы издалека даже, то есть дальней фракции сознания или любой приближенной фракции сознания, и вы сразу видите отличие. То есть это, в общем-то, некая система точной диагностики, где диагностика не фиксирует, в общем-то, отрицательные факты, по сути, вообще даже не оставляет места отрицательному факту, а начинает этот факт преобразовывать в уровень именно отсутствия, ну, как бы негативного действия от возможных каких-то событий. То есть это вот уровень именно вычленения другой фракции события, где есть отрицательный статус. И получается, что такой взгляд на себя, на свои собственные события, как бы внешний взгляд, у вас регулирует и внешнее пространство, то есть внешнее пространство управления начинает практически распределяться дискретным образом, и любые отрицательные системы расслаиваются и исчезают. То есть они исчезают, причем не уровнем каким-то как бы воздействия, что ли, на них, а уровнем дальнейшего уже как бы подспудного внутреннего роста вашей души в структуру созидательности данного события. То есть вы работаете и изнутри как бы от себя, и одновременно просто за счет восприятия вы работаете точно во внешней системе. Я же как раз и сказал, что восприятие, когда оно восприятие Бога, ваше восприятие, но такое, как у Бога, вы работаете точно. Значит, вы сразу регулируете систему в норму. Таким образом, вы пришли уже в гармоничное состояние, где внешнее и, в общем-то, внутреннее, так скажем, управление — это есть статус божественного управления, потому что Бог, когда ставил задачу чистоты души, Он прежде всего ставил задачу аналогичную, в общем-то, своим, да, уровнем задач. То есть у Него душа и так всегда чиста. И получается, что чтобы человека научить иметь чистую душу, в общем-то, в технологическом как бы, и управленческом больше так плане, получается, что здесь он должен был показать, как вообще душа изначально создана чистой человеку. То есть вот чистота изначального создания — это есть критериальный уровень для, вообще говоря, любого человека. И получается, как только человек внутренним взором смотрит на чистоту создания своей души, он осветляется, и любое действие опять становится недостижимым, если оно отрицательное данного человека. Почему? У меня есть такой критерий, вообще говоря, это аксиома и постулат, что к человеку реально доступа нет ни с чьей стороны, кроме Бога. Потому что истинная чистота души — это есть только контакт с Богом. И получается, что вот на уровне реальных действий человек всегда принимает решения самостоятельно. Поэтому по данной технологии распространения моего учения, где речь идет о чистоте души, о способах фактически очистки души в технологическом плане, критерием распространения учения является также видеть собственную чистую душу, созданную изначально Богом, умение видеть. И данный свет чистоты зажигает другие души, и они начинают распространять уже учение просто своим светом практически. То есть там даже, в общем-то, действия нет, просто такого как бы технологического действия. То есть люди видят свои фактически источники, более ранее, да, изначальные, созданные чистыми, и они очищаются. То есть получается, что это, ну, некий там очистительный, что ли, дождь, формативный, так скажем, да, или как вот есть понятие там манна небесная, некое
приходящие, да, с неба. В данном случае это реализованное здесь действие, что как только человек это видит, он действительно имеет очищение, или там питание, или, например, следующее действие. То есть ведь принцип часто очищения — это есть уровень следующего действия. То есть, например, Бог, создавая мир, Он создал мир так, что человек, например, там, вынужден, предположим, питаться физическими продуктами питания, и здесь получается, что чистая душа имеет правильные продукты питания с точки зрения вечного развития. В чем правильность, например, да? Сделать световой сигнал, чтобы все-таки в будущем не было, например, там, уничтожения животных, да, растительности и так далее. То есть процесс питания, процесс как бы реструктуризации физической действительности, он такой, что постоянно закладывается информация в будущем отсутствие процесса все-таки реструктуризации. То есть процесс некой деструкции, содержащий постоянно процесс решения вопроса, чтобы этой деструкции не происходило. И получается, у каждого человека такой процесс заложен в чистоте его души, ибо душа — это и есть вечная жизнь в физическом теле. И получается, что там процесс питания — это производное действие. То есть человек захотел там съесть хлеб, он может, вообще говоря, тогда его создать и съесть. Если мы, например, хотим для этого косить пшеницу, ну, в принципе, можно, пока он не научился, да, создавать. Вопрос в том, что для чего тогда будет, например, нужен хлеб, да, если говорить об этом, то здесь пока человек не освоит технологию передачи данных о том, что каким образом там съеденный продукт, например, восстанавливать, да, или как он вообще производится, например, сознание. Ведь функция сознания такова, что в идеологии, и вообще говоря, так и есть реально, заложено то, что мы можем вполне любой объект создать на уровне, да, восприятия, там, мышления, например, на уровне физическом наиболее там, продвинутые люди тоже могут создать. И получается, что так как для Бога мышление и реальность — это одно и то же, для человека это так тоже может быть. Ну, например, там, скатерть-самобран, которая постоянно поставляет продукт. То есть вопрос вот питания, он связан с тем, что если кто-то научился это делать, то достаточно одного человека, который это не умеет делать, он вынужден питаться, и все тогда будут питаться. И вот вопрос передачи знаний любому человеку, который, например, там где-то только учится, состоит в том, что чтобы передать знания, ну, которые, например, технически передать может быть несколько усложненно, человек, может быть, не понимает язык, или же он вообще этим не занимается, передать знания можно светом души, опять же, то есть чистотой души, да, чистотой помыслов, и это видно независимо от там, национальности, места расположения и так далее. То есть социальный статус очень плотно пересекается, в общем-то, с уровнем, получается, чистоты души. И когда мы вот здесь делаем именно уровень перехода на социальный статус, мы видим, что все люди созданы Богом так, что люди имеют полную свободу воли, хотя, например, мы можем рассматривать уровень все-таки восприятия человека, где восприятие человека — это и есть восприятие Бога, или через восприятие Бога. Вот я показал, что социальный статус фактически он работает как бы с внутренней позиции практически, ну, примерно так же. То есть мы здесь видим такую структуру, что ли, обратного роста социального статуса по отношению к человеку. То есть все люди практически развиваются в структуре своего развития в сторону создания условий вечной жизни для одного, в том числе человека, значит, каждый для себя. Да? То есть продукция, которая постоянно накачивается фактически информацией в дальнейшем неразрушения данного вида продукции, люди, которые развиваются в сторону создания условий для развития вечного одного человека, а значит каждого в отдельности, и мы приходим к пониманию Бога в физическом теле, даже единого Бога, где Бог находится рядом с вами, например, там здоровается за руку или как-то говорит с вами, и при этом Бог показывает знания на уровне знаний человека. То есть мы видим, что чистота души в технологическом
плане это познание Бога таким, какой Он есть реально, в том числе и в виде человека. Тогда получается, что мы в каждом человеке можем увидеть его структуру организации от Бога. То есть опять начинается несколько такой напряженный принцип в плане том, что действия и задачи другого человека — это часто несмещаемая область, как бы, если нет свободы слова. Да? Получается, для чего тоже здесь ясно создано слово, что мы можем словом дать выбор, да? И человек тогда принимает решение и начинает развиваться дальше на основе, в общем-то, просто свободного выбора и свободного решения. И получается, исходя из этого, мы видим уже лицо Бога. Если мы хотим, например, увидеть Бога именно так же, как бы физическим зрением, то мы можем сначала воспринять Его лицо, а дальше уже Его действие. Вот если мы видим лицо Бога, то дальше мы видим уже действие человека Бога. И когда мы начинаем вот эту вот аналогию проводить, то она становится, в общем-то, достаточно понятна, в каком контексте, в том, что ведь созданный по образу и подобию человек, он в фундаментальном смысле видит Бога, вообще говоря, всегда. Вопрос только в том, чем он в данный момент видит. Так вот, когда мы говорим о том, чем в данный момент, то речь идет, вообще говоря, об организации именно человека, и именно в точке своей организации человек всегда видит Бога. А учитывая, что душа организована сразу и бесконечно, то есть получается, что мы имеем в виду всегда очень простой, в общем-то, постулат, что для того, чтобы видеть, например, развитие человека, нужно знать структуру его собственной организации, то есть как он вообще сам себя видит. То есть можно реально человеку помочь, если мы знаем, каким образом человек воспринимает себя. И тогда очищение души — это есть подключение к системе коллективного, например, уровня спасения, то есть к системе вечного развития, где критерием, например, вечного развития является все-таки уровень действия человека, сознательного действия человека, где человек, в принципе, уже сам сознательно выбирает решение по вечной жизни. И вот тогда вокруг него создается полис вечного развития уже с точки зрения того, что Бог проводит свою структуру управления вечностью, то есть божественная вечность, например, там, пришествие Иисуса Христа, в плане вот именно этого знания, где вы видите уже то, что, увидев свободу воли человека, Бог допустил это действие. Например, как Бог создает свободные события для себя. То есть Бог знает все, но когда Он должен в качестве человека, например, выступить и сделать какое-то управление, то получается, что мы приходим к такому понятию, что для Бога создать случайное событие, вообще говоря, это то же самое, что создать неслучайное событие, как бы, то есть, или однозначное событие. Бог создает все события. Но чтобы он попал в структуру случайности событийного ряда, он должен фактически для этого сформировать основу. И получается, что вот эта вот основа, именно где вы, в общем-то, видите будущее событие вот, своими, что ли, глазами, своим восприятием, свобода восприятия человека — это и есть поле для создания следующего события. Потому что душа, кристально чистая душа — это практически в том числе и весь мир. И получается, чтобы туда вообще хоть что-то, ну, как бы, ввести, да, как бы как внешнюю систему, внешнюю фракцию, мы вынуждены исходить из свободы воли, которая творит следующее. И вот следующая свобода воли — это есть то, что Бог реализуется и в качестве человека тоже. Ведь, например, задача здесь очень проста. Человек создал машину, но он же машиной стать не может. И исходя из этого, признак сравнительности здесь заключается в том, например, там, чем дух отличается от души. Если задать вот такой вопрос, да, с точки зрения познания, то можно, зная просто информацию, например, я знаю, говорю, душа — вечная конструкция,
дух — это в том числе действие души, ну и так далее. Да? То есть можно какие-то системы, в общем-то, может быть, даже не классификации, а областей, что ли, выделить информации, где каждая область здесь формально означает какой-то уровень действий. И когда мы ставим вопрос таким образом, то вопрос, чем случайное событие отличается от неслучайного, категория размышления, она примерно такая же, как отличие, предположим, духа от души, то есть понятийный ряд, который возникает от Бога. Вот можно выделить те понятия, которые даются, например, там, людям они даются так, чтобы люди познавали мир от Бога, но создается уровень понятий. Вот почему, когда мы говорим об уровне кристальной чистоты души, об уровне света, кристально чистого света души, каждое следующее понятие — это специальная организация реальности. Это специальная организация, вообще говоря, всего внешнего мира. То есть нужно суметь внешнее понятие мира как бы ввести в структуру души. И если человек на что-то, например, не уделяет какого-то внимания, на что-то он не реагирует, или на что-то он реагирует как бы наоборот, слишком там, эмоционально или, предположим, слишком быстро принимает какие-то действия, да, от своей души, то если как бы на что-то он не обращает внимания, ну, там, по каким-то тонкостям, то вот это и есть то, где действует, в том числе действует и Бог. И если мы, например, имеем здесь, ну, как бы такое действие, что Бог, дающий внешние знания, например, там, постановку вопроса, чем дух отличается от души, или там разница в том, что человек, например, не может стать, например, там, машиной, то вот эти вот структуры в виде вопросов, какие-то фразеологические обороты, которые характеризуют именно, ну, как бы качественный уровень речи, то есть мы можем путем просто речи, путем каких-то специальных критериев речевого оборота или оборотов речи, вот я специально говорю в разных как бы транскрипциях с разных позиций одно и то же, что мы можем здесь очень четко выявить следующую структуру, что мы можем совершенно четко познать, что идет от Бога, то есть что есть действие от Бога, какое действие, какое знание, это и знание Бога, божественное знание, и мы это можем очень однозначно как бы определить, когда именно кристаллизация души, вот именно в событии, то есть душа как кристалл событий, как матрица событий. И тогда чистая матрица, да, чистый кристалл, это есть уровень, который фактически дает именно истинный свет событий с точки зрения его развития. Почему, например, будущее человеку, как правило, более даже известно, как правило, да, чем какие-то, ну, например, там, внешние события, потому что тогда возникает свобода действий, свобода организации следующих событий при кристально чистых душах. То есть чем более чистые души, тем более отдаленные события совершенно четко проявлены. То есть будущее становится совершенно известной категорией. И тогда получается, что человек, он приходит уже больше именно к уровню фактически восприятия именно такого, как воспринимает Бог. И в данном случае он к этому приходит уже все-таки с точки зрения своих собственных технологий. И получается, что тогда восприятие Бога и восприятие человека, они не отличаются. Но при этом, при всем, вот это вот отсутствие фактически отличия, этот уровень здесь реализуется как уровень все-таки такой, что, ну, как бы те люди, которые данные истины не постигают, у них существует разница в восприятии Бога и человека. И тогда получается, что здесь сразу ясно, кому и куда давать образование. То есть вот процесс образования здесь достаточно, в общем-то, сильно упрощен. То есть достаточно как бы настроить свое восприятие на восприятие Бога, и сразу понятно, куда добавить фракции какие-то знания, света. И значит, тогда их восприятие этих людей нормируется, они, например, получат знания о вечном развитии. Или если они имеют, то они увеличат, да, запас знаний или багаж знаний.
И исходя из этого, если мы, например, рассматриваем данный процесс управления как процесс именно технологичности действий, то есть совершенно конкретные технологические приемы, связанные именно с уровнем очищения души, например, там, функцией духа или действием духа. То есть для этого просто выделяется как бы управляющее действие души в оптике, например, свет, идущий от вас, да, в виде там, конуса по отношению к какому-то событию. Конец этого конуса, например, останавливается на уровне фиксации данного события, и получается, что вы можете просто-навсего внешним действием духа проводить просто очистительные мероприятия, то есть всего лишь навсего активировать духовную фазу и увеличивать интенсивность работы духа в этой области, и вы тогда получаете очень активный уровень управления и видите, как душа очищается только потому, что вы правильно воспринимаете оптику духа и можете ее заактивировать как систему очищения, просто-навсего очищения. И вот давайте сейчас сделаем такой тренинг управляющий, то есть вы будете работать со структурой своей души, то есть каждый поставит свои задачи перед собой, выведет, например, конус управления, идущий от вашего физического тела, ведь физическое тело — это часть души, поэтому просто-навсего вы концентрируете оптику и начинаете работать духовно, то есть старайтесь рассмотреть фракцию духовную, потому что фракция духа — это есть уровень управления. И, соответственно, вы, естественно, получаете совершенно четкое управление, только правильно восприняв фракцию духа. Для этого надо знать, как воспринимает дух ваш Создатель. То есть настройтесь на его взгляд, выделите фракцию духа и просто вот механически просто почистите свою фракцию души. Вот сделайте это. Можно также действовать на свои фразы, на свою речь, можно как-то на что угодно. Вот, то есть, проще говоря, чистите структуру души. И я поработаю вместе с вами. Когда вы работаете по данной технологии, именно чистите фактически душу, структуры своего духа, смотрите, как осветляется пространство вокруг. То есть критерием нормы является просветление внешнего пространства. То есть другие люди становятся в более, что ли, просветленном уровне доступны для восприятия. То есть у них лучше фактически идут дела, у них лучше становится здоровье. Вот здесь очень важный элемент данной технологии управления, что когда вы делаете просветление души, то есть чистите фактически душу таким образом, вы, во-первых, не противоречите системам любым каноническим с точки зрения, например, там, церковных канонов, да, религиозных устоев, потому что вы прежде всего помогаете другим людям, ибо очищение, приход к чистой душе — это есть нормализация внешних событий, ведь душа, светящая, да, от вас, от вашего физического тела, и когда вы чистите, вы нормируете же внешнюю реальность, по сути, внешний мир. И когда вы, например, начинаете это делать, то опыт приобретения, в общем-то, управления другими лицами, другими людьми, не обязательно даже людьми, там, какими-то элементами из, например, там, растительного мира, не суть важно даже, может быть, из атомарного уровня, да, там, где атом не взрывается, вы эту практику получаете себе. То есть получается, что вы можете таким образом получить практику, которая является, ну, не специфическим, что ли, уровнем практического действия. То есть человеку зачем, например, знать, как атом восстанавливается, да? Как атом вообще держит позицию свою в этом, ну, многомерном мире, так скажем, многоярусном или уникальном мире. Получается, что и с этими знаниями вы можете получить восприятие состояния атома, потому что вы же, когда работаете точно, вы воспринимаете, как воспринимает Бог. А для восприятия Бога совершенно без разницы, он понимает любую составляющую реальности. И исходя из этого, вы можете войти в любую структуру реальности, например, с точки зрения, предположим, там, клеточного уровня, восстановить орган, можно сделать воскрешение человека так, как это делает Бог, то есть именно внешним управлением. Каноном в данном случае является действие, опять же, ну, некого камертона, маяка, и причем в
вот это вот свечение души, где вы значит, рассматриваете свое действие как действие по отношению к данному свечению. То есть вы все время видите, где вы находитесь, вы все время видите свою внутреннюю позицию. Она достаточно проста, например, там, спасти всех, сделать свое, да, личное управление. И получается, что вот этот своеобразный маяк, то есть вы сами, да, вы сами являетесь источником действия в данном случае, причем сознательного действия. Это даже не технология как бы прикладная, просто, где вы просто делаете некое механическое, технологическое движение, получаете результат. Это технология на каждом шаге осознанное действие, ибо душа — это есть осознанное действие Бога. Это полное осознание всей реальности Богом. И получается, что вот этот свет всеобщих знаний, что есть абсолютная чистота души, есть тот маяк, вокруг которого вы совершаете действие. И получается, что любое действие, естественно, созидательное, ибо свет действия, то есть если вы вокруг чего-то делаете действие, а изначальный свет — это вечное развитие, это вечное созидание, то получается любое внешнее действие, чтобы была связующая система, да, организации мира, непрерывности мира, это действие такого же порядка. То есть внешнее действие нормируется, потому что вы имеете, по сути, как бы неразрывную связь мира в глубоком понимании именно фундаментальности мира. Любое внешнее действие — это есть и внутреннее действие. И многие же решают все вопросы только лишь внутренним, как бы духовным или душевным пониманием. И когда вы так видите мир, вы очень четко видите, что есть дух на оптике. То есть у вас развивается зрение оптического плана с точки зрения дифференциации духа, очищающего душу. Ну и, в общем-то, в логическом плане известно, что когда дух, действующий дух, значит, высокоуровневый, он очищает душу. Духовные действия, высокодуховные действия, они очищают душу. Это, в общем-то, известный факт. Другой уровень, что как очистить душу, например, действием сознания. То есть конус сознания или там внешнее пространство сознания очищает душу, но в сознании находится и восприятие самой души. То есть вот оптика, что ли, восприятие души и сознания в этой технологии часто это одно и то же. Это просто некий золотой свет или золотое сияние, идущее от понятия душа, действующая, и сознание. То есть все находится в пределах сознания человека. Получается, что вы действуете абсолютно сознательно, и ваше сознание реально влияет на окружающую реальность. Вот здесь вот очень важно, что в этой технологии вы практически действуете на уровне, где душа и сознание с точки зрения Бога — это неразличимые понятия. Точно так, как тело и душа для Бога тоже может быть уровень одного порядка. Ведь для Бога все, в общем-то, одинаково, все едино, да? Он сам един. И это единство он распространил на свое же восприятие. И вот чтобы данный уровень восприятия продифференцировать и увидеть, где же все-таки вот душа в сознании, то остается только один фактор — увидеть свое собственное физическое тело в структуре сознания. Тогда ясно, что это душа. И получается, что когда мы начинаем производить действия такого порядка, то мы очень четко, отчетливо видим, что развитие сознания, то есть действие восприятия, это есть акт и Бога, и человека. Мы можем видеть, где нам Бог помогает, что Он хочет нам дать следующее, вот, с его точки зрения, где нам желательно там подучиться и что-то еще сделать. И когда мы переходим на такой уровень реальности, то мы видим, что внутри структуры сознания достижимы системы локального управления, вплоть до того, что бы не было, например, там каких-то даже, может быть, локальных катастроф. Для этого просто нужно определиться со статусом физического тела. Успеваете ли вы там позвонить, донести сведения или не успеваете? Возможно, вы держите информацию, что не было взрыва АЭС, и вам некогда, да, дойти до физической реализации, куда-то там звонить. Тогда получается, что за счет свечения души, за счет обучения там, учеников, за счет того, что вы
можете светом души все-таки повернуть события, вы вполне можете повернуть в данной технологии даже и локальные события. Вот здесь я все больше привожу к тому, что по возможности нужно влиять на то, чтобы не было и локальных катастроф. Следовательно, к тому, чтобы не было по возможности каких-то, предположим, может быть, даже локальных там, заболеваний, небольших даже. Вот. То есть можно за счет этой технологии держать статус тела практически, в общем-то, в уровне, как минимум, там, практического здоровья, но часто даже в более резервно высоком уровне. И просто здесь вопрос, как правило, это времени, потому что технология требует освоения разницы восприятия, например, действия духа, и разница восприятия должна быть такая, что душа в оптическом выражении, например, вот я четко там вижу структуру души и как работает дух, в какой фракции. То есть душу ведь ее очищать после какого-то действия нужно не везде. То есть, вот, например, есть понятие в коллективном сознании, что есть некая карма в плане причинно-следственных систем. И вот если АЭ взрывает, значит, возможно, есть такая философия, что это карма. Да? Эта философия все равно где-то наслаивается на структуру вашего действия. Но она как бы может наслаиваться в одном локальном месте. Если вы видите где, например, просто активируете структуру действия духа, выделяя оптический как бы, уровень, то есть, причем надо видеть динамичное действие духа, и спокойно просто-навсего отдаляете фрагмент, как лепесток, и все, распараллеливаете систему. И получается, что вы имеете чистую структуру души для следующего действия. Потому что действие все равно таково, что не всегда, может быть, там из 10 станций только один раз вам попадет эта как бы, структура, но теоретически и практически она может попасть. Тогда придется делать действия по очищению души в технологическом смысле. Также при лечении заболевания, но заболевание не дает наслоение значит, на вашу душу. Любое лечение любого заболевания, наоборот, просветляет вашу душу. То есть вы осваиваете следующий уровень реальности, так как это делает Бог, создает условия для здоровой жизни человека. В данном случае я говорю о том, что эта технология больше требуется в структуре макроуправления, чтобы не было глобальной, в первую очередь, катастрофы, чтобы не было взрыва там, АЭС и так далее. Или же вы хотите донести свою точку зрения так, чтобы она не была изменена никакой конструкции, вообще никакой. Там, любой сверхсильный, там, все, например, какие-то силы там, деструктивные, например, решили объединиться, в этой технологии бесполезно как бы на вас как-то давить. Вы заявили свою точку зрения, там, спасти всех, вы и спасете. Потому что вы действуете структурой собственной души, никакое внешнее давление не проходит. Доступ к вашей душе имеет только Бог, а Бог, Он дает только жизнь. И получается, что когда вы технологически рассматриваете эту структуру, вы практически защищены от любого влияния, от любого воздействия. Когда вы технологически начинаете с этим работать, вот попробуйте посмотреть фазы влияния, да, какие они могли быть в этой технологии. То есть, как правило, часто может быть рассмотрен процесс более раннего влияния. То есть вы можете очень четко продифференцировать в статике, какое влияние происходило, почему такое влияние. То есть очень в этой технологии можно просто разобрать фактор внешнего действия. Там вообще нет проблем. То есть там действие очень четко расфрагментовано практически на уровне того, что каждый фрагмент — это есть уровень конкретной информации. То есть информация там просто лежит в готовом виде, там в виде пластов. Взяли, посмотрели причину действия. Чтобы причину снять, достаточно часто просто чуть-чуть информацию, в общем-то, эту волевым усилием приподнять от души. То есть создайте движение духа между этой информацией и душой, и все. Она рассеивается, дальнейшие события у вас еще более спокойные, еще более хорошие и так далее. То есть технология в этом плане, она очень хорошо дает применять возможность именно логики, то есть аналитичности на уровне обычного, как бы, уровня логического, что ли, сознания, так скажем. Вы, научившись дифференцировать уровень
например, души, где душа действующая, она, например, вам всегда видна, а все внешние системы — это и есть системы некого влияния, очень четко здесь определять и задачи своей души. Вот в этой технологии, кстати, вы можете менять задачи души, которые, ну, в общем-то, здесь получается, что которые вы сформировали, возможно, очень давно, еще в структуре формирования души. Здесь, в общем-то, такой уровень, что словесная фаза, она уже становится неопределенной. То есть слово здесь не несет всей полноты информации или вообще не несет, потому что там нет слова. Это уровень дословесный. И получается, что слова могут преобразовываться системы представления информации в виде фраз, в виде действия. И здесь получается, что вы входите в тот управляющий уровень, который достаточно мобилен, подвижен, и тогда задачи вашей души могут меняться. То есть на уровне управления вы можете менять задачи своей души. Это колоссально важная характеристика, потому что душа — это определяющая конструкция в управлении. И часто бывает так, что вы делаете долго управление, а душа выполняет фактически свою задачу. И пока вот она не выполнит, вы как бы не перейдете к следующей фазе управления на уровне просто физической реальности. А в данном случае вы можете менять задачи души. То есть как там, ну, условно, в домино брать и там, ставить конкретные там, данные в виде конкретной там, фишки домино в конкретное место. При этом вы можете добавлять задачи, можете формировать следующие, можете менять время решения задач. Это управление фактически уровнем души. И когда вы, например, на данную технологию выходите, здесь будьте, конечно, повнимательнее, потому что здесь очень часто быстрое влияние на структуру физического плана. То есть, например, вам нужно там, вылечить какое-то заболевание, вы можете, предположим, резким действием, да, сделать просто полную смену системы организма там, или локального органа, ведь, может быть, есть смысл просто вылечить локально. То есть вот здесь импульсы очень сильные, они сверхбыстрые, поэтому данное управление надо делать внимательно, потому что оно, в общем-то, должно быть обязательно сбалансированным. То есть вы старайтесь здесь принимать логические решения. Вам надо вот очень быстро, да, вылечить или добиться какого-то позитивного управления в событиях. Думайте таким образом, сколько вам нужно предпринять действия, чтобы события достичь. То есть здесь надо еще логически думать о том, какую фракцию света, какую фракцию управления привнести в какую область. Тогда вы получаете точное управление. То есть точное управление здесь также зависит от вас. Но это колоссально важно. То есть фактически вы можете достичь как бы абсолютного в идеале мастерства, когда любое управление у вас осуществляется точно. И тогда вы можете, там, если нужно, например, строить любые системы управления так, что вы практически здесь, получается, контролируете на практике каждый элемент управления, и более того, вы можете этот элемент в реальном времени менять. То есть очень динамичная система управления, так как это делает Бог, показывая знание человека, как он делает через свое такое же восприятие, как восприятие человека. То есть ведь мир, он также живой, да? Внешний мир, он во всем живой мир. Поэтому, когда вы начинаете значит, работать на этом уровне, вы его еще дополнительно фактически как бы оживляете своей собственной жизнью. То есть придаете следующий статус жизни. То есть происходит, например, воскрешение, происходит излечение только потому, что вы просто-навсего правильно понимаете реальность. Вот уровень вашего правильного понимания вам получается как бы вроде и каких-то технологических приемов здесь применять даже и не надо. То есть правильное понимание или специальный волевой вход в правильное понимание, как бы получается здесь в определенное чистое состояние души, и вы получаете целевое управление. И даже если кто-то не понимает, кто-то делает совершенно
различные приемы, которые, например, ну, как бы не способствуют, да, выполнению задач, там, система деструкции, возможно, даже не деструкция, а просто люди, которые не понимают, то просто зафиксируйтесь на уровне отдаленного участка сознания в кристально чистом состоянии души, может быть, при первичном даже уровне сознания, значит, вашей именно души, уровня всеобщего спасения, и вы увидите, что события выровняются, даже не задев ваш спектр событий, то есть в отрицательном плане. То есть вы учите фактически свое сознание, любые отдаленные участки сознания, работать динамично и работать так, как, например, работает душа ваша, знающая работу Бога. То есть получается, душа, ну, какое-то время проработав в кристально как бы чистом варианте, да, на самом деле она стыкуется с системой действия Бога, по сути, и значит, она черпает знания, естественно. И когда вы начинаете эти знания, пусть даже в оптическом варианте, передавать фракциям сознания отдаленно, ваше сознание начинает быть настолько же защищенным. То есть вы тогда сможете любую творческую мысль иметь логическим методом познания. И там выделить фракцию, даже это очень важно при лечении, вы можете выделить творческий потенциал своего организма или творческий уровень, который выделяется как спектр, получается, в логике уже вашей. И, в общем-то, трансформировать здесь можно достаточно много систем одна в другую. То есть системой сознания выделять оптику духа, системой духовного управления выделять структуру действия души, хотя действие души — это также дух. То есть находиться в одних и тех же системах через понятийные системы и так далее. То есть использовать весь ресурс личностного восприятия для того, чтобы реально достичь управления, там, например, там, по вечному развитию. Или же локально решить любой вопрос в сторону созидания. То есть человек обязательно живет, да, он обязательно излечивается и так далее, и так далее. То есть здесь уровень достижимости, системности действия в обязательном порядке, имейте в виду, это колоссально важно. То есть этой технологии вы можете достичь обязательно любого созидательного процесса. В определенных участках может как бы такое быть, что это может быть или очень быстро, иногда возможно ощущение напряжения, но это уже не напряжение, потому что если где-то давит, вы взяли, предположим, перевели на какую-то отдаленную фракцию сознания, сделали управление оттуда, значит, спектр давления, он вам вообще-то безразличен. Вы просто перевели в другую геометрическую область и сделали управление аналогичное оттуда. Потому что обученная фракция сознания действует так же, как очищенный уровень души. И таким образом можно создать многомерный уровень управления, так же, как делает Бог, за счет личной чистоты. Да? Каждый элемент у него действует часто практически одинаково. И здесь просто очищение души — это есть также и очищение сознания, очищение духа. Вы можете действовать с разных уровней одинаково, то есть уровень управления многократно возрастает. Это в обычном понимании просто увеличивается количество силы. Если в одну и ту же точку светить с разных уровней под одинаковым уровнем управления, получается, что вы просто получаете сверхмощное управление. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо за внимание.